Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Я просто не могла пройти мимо этого тренда наращивания ногтей с аквадизайном. Что из этого получится, смотрите видео. Поехали! Так, давайте посмотрим, с чем сегодня пришла модель. Сильно отросшее покрытие, которому уже 2 месяца. И некоторые ногти сломались, пошли отслойки, указательные, которые чаще всего используются, и большой палец. Поэтому предстоит не только коррекция, но и наращивание нескольких ногтей. И первым этапом убираю длину. Конечно, сейчас она чересчур длинная и модели уже неудобно, поэтому сначала длина и затем уже основной объем материала. Снимаю до тонкой подложки. Самое главное, не оставлять отслоек в зоне кутикулы. На указательном все, что осталось от покрытия, также убираем. Тут присутствует отслойка в зоне кутикулы, поэтому стоит работать крайне аккуратно. Смотрите, придерживаю левой рукой большим пальцем покрытие и аккуратно истончаю нижнюю его часть. Стараюсь работать аккуратно, потому что модель сказала, что ноготь треснул в этом месте, да и вообще у меня возникли сомнения, все ли под покрытием хорошо, потому что подозрительно желтый оттенок. Убираю эти отслоечки и вижу, что действительно ноготь треснул, и желтая — это просто грязь, которая попала в данную отслойку. Поэтому ничего тут страшного нету, ее просто зашлифуем, и уже дальше можно будет выполнять покрытие. Так, кутикула у нас небольшая, поэтому будем выполнять комби-маникюр. Предварительно оформляю свободный край. Те ногти, на которых будет коррекция, на них можно особо сильно ничего не опиливать, так как сверху будет материал, и это будет лишь тратой времени. Натуральные ногти подготавливаю пилочкой в тех местах, где осталось предыдущее покрытие, чтобы сгладить, а зону около кутикулы прохожусь при помощи бафа, для того, чтобы приподнять чешуйки, но при этом не травмировать тонкую кутикулу модели. Поскольку кутикула небольшая, выбираю насадку с красным абразивом. Работаю деликатно в синусных поворотах. Сначала прохожусь на форварде по левым сторонам, под кутикулой, в боковых пазухах, шлифую валики, а правой стороны прорабатываю на реверсе. Выглаживаю внутреннюю поверхность для ровного среза. Кутикула вроде небольшая, но поверьте, тут есть что срезать. Поэтому выполняем срез и уже будем подготавливать ногти к покрытию. Первый этап – это дегидратация. Убираем пыль, обезжириваем ногтевую пластину и далее наносим праймер для лучшей сцепки. Наношу базовое покрытие отдельной кистью для того, чтобы не задеть кутикулу, для того, чтобы не было затеков. И поскольку на указательном есть большая трещина, ее необходимо заармировать. Для этого использую файбергласс. На влажное покрытие устанавливаю данный материал. И нам необходимо его немного притоптать кисточкой, смоченной в базе, для того, чтобы он не топорщился. Этот нетканый материал позволит дальше трещине не расходиться, и модели не будет дискомфортно. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. В работе буду использовать верхние формы. Длинный квадрат. Предварительно вырезаю форму, чтобы она подходила под изгиб линии кутикулы моей модели. Эти формы достаточно жесткие. Мне, кстати, нравится, когда они более мягкие и гибкие в зоне кутикулы. Тогда вообще очень круто получается, практически без какой-либо ступеньки. И для дизайна нам потребуется просто вода, которую я смешала с жидким мылом для получения пузырьков. Интенсивно смешиваем. И эти пузырьки нам понадобятся. Что мы делаем? Промазываем верхнюю форму топом, и на непросушенный топ выкладываем эти пузырьки. Затем отправляем в лампу на просушку. На самом деле этот дизайн не новый, мне кажется, ему уже лет 5, может быть 7. Помню бум, как только
Кто-то придумал этот дизайн, и просто весь интернет пестрил такими пузырьками. Да и я сама тоже делала. А сейчас этот дизайн перешел уже в верхние формы и, по-моему, смотрится очень здорово. Теперь убираем излишнюю влагу изнутри формы, и мы с вами будем наносить втирку прямо поверх пузырьков. Для этого буду использовать пушистую кисточку. Стараюсь прямо в отверстие пузырьков заходить кисточкой для того, чтобы был максимальный блеск. Переворачиваю типс, просматриваю, все ли хорошо у нас втерлось. И теперь подготавливаю гели для моделирования. Беру и теперь хаотично, поочередно закладываю цветные гели внутрь верхней формы, смешивая их между собой, для того, чтобы не было явных четких границ. Если они где-то получаются, я их все-таки размешиваю кисточкой, чтобы были максимально красивые переходы. И все, теперь устанавливаем на ноготочек. Близко к кутикуле не ставлю, потому что за счет топа все-таки там получился заполимеризованный материал, пузырьки воздуха, которые дают небольшую толщину, и нам придется выпилить эти ступенечки. Не забываем перевернуть руку для того, чтобы посмотреть, есть ли материал по боковым стенкам, не выложили мы лишнего, чтобы все подчистить и отправить на просушку. Во время выкладки материала кисточкой продавливаю гель для того, чтобы он заполнил все пузырьки, чтобы не было потом пустот при опиле. Переворачиваем, смотрим, насколько нравится сочетание, переход, и теперь наращиваем указательный ноготочек. Прошу модель помочь просушить зону около кутикулы, зафиксировать форму и с внутренней стороны подправляем для того, чтобы было чисто. И окончательно все отправляем на полимеризацию, на полную просушку. И теперь можем снимать формы. Самый мой любимый и классный момент, когда ты вот снимаешь форму и уже практически ногти готовые, необходимо лишь слегка опилить. Тут, конечно, придется попилить, как я уже сказала, зону около кутикулы, потому что получились ступеньки из-за того, что мы заполимеризовали топ, и он дает определенный объем из-за этих пузырьков. Но я думаю, это не критично в целом, поэтому сначала подчищаю длину насадкой. Специально взяла другую насадку с тонким носиком для того, чтобы выпилить ступенечки в зоне кутикулы. Вот и все, смотрите, нам остается только подровнять форму, опилить боковые стороны. Опиливаем нижние параллели и слегка можно сгладить зону у кутикулы. Ну и, конечно, не забываем про торцы, чтобы они были тонкие и изящные. Переворачиваем и выпиливаю часть натурального ногтя и предыдущего материала. Для ровной поверхности шлифуем ее бафом, и теперь можем покрывать топом. И теперь проявляется наш красивый дизайн. На самом деле эти пузырьки смотрятся очень красиво. Прямо хочется рассматривать этот дизайн, вот как будто бы чешуя какая-то, как блестки единорога, я не знаю, так же как называется эта втирка. Выглядит очень здорово. Ну что, как вам такой дизайн? Понравилось? Поддержите, поставьте пальчик вверх. Смотрите и другие видео с моделированием на канале. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!